Сегодня приготовим один из самых популярных, но очень-очень вкусных рецептов. А самое главное, что это все будет недорого, но очень-очень вкусно. Всем привет, друзья! Ну и как вы уже заметили, нам понадобится либо багет, либо батон. Нарезаем его красиво. Ну а после того, как вы все хорошо нарежете, отправляем его на разогретую сковородку с добавлением сливочного масла. Друзья, обязательно добавляйте сливочное, а не подсолнечное масло. И обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон. Ну а по итогу вот такие вот красивые румяные греночки у меня получились. Затем берем соль, берем чеснок, и пока еще гренки теплые, с двух сторон обязательно натираем все чесноком. Ну а после того, как вы натрете все чесноком, пускай они лежат, отдыхают и хорошо впитывают в себя натертый чеснок. Ну а сейчас приготовим самое основное и самое вкусное. В глубокую тарелку отправляем одну банку любых рыбных консерв. У меня сегодня сардина. Обязательно всю жидкость с консервы слейте в любую другую посуду. Затем берем вилку и рыбные консервы в глубокой тарелке нужно очень хорошо размять. Делаем, так сказать, небольшой фарш. Дальше, друзья, в эту же тарелку нам понадобится натереть на мелкой терке одну отваренную морковку. Затем нам понадобится 4 отваренных яйца вкрутую. Яйца нужно будет разделить на белки и желтки. И желтки в этом рецепте мы использовать не будем. Их можно будет либо просто так скушать, либо же использовать в другом блюде. Ну а сами белки нам нужно будет натереть на той же мелкой терке, что мы натирали морковку. Еще в эту общую тарелку нам понадобится натереть на мелкой терке один плавленый сырок. Есть такой небольшой лайфхак, которым я пользуюсь очень давно. Чтобы сырок не замораживать и он нам не прилипал к терке, нам понадобится подсолнечное масло и кисточка. И терку, на которой мы будем натирать сырок, с двух сторон нужно вот так вот смазать подсолнечным маслом. И только после этого мы будем натирать сырок. Смотрите, как он легко натирается и нигде ничего не пристает к терке. Еще нам понадобится 3-4 зубчика чеснока. Их нужно будет пропустить через чеснокодавку, либо же натереть на той же самой мелкой терке. Затем все, что есть в тарелке, нужно посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. В самом конце в эту тарелку нужно добавить 2 столовые ложки майонеза. И только затем все очень хорошо нужно перемешать. И можно сказать, что наше блюдо уже будет готово. Ну и после всего этого берем готовые гренки с чесноком, берем ложку либо вилку и намазываем вот такие вот красивые, аккуратные бутерброды. И я уверен, что сколько бы вы их ни приготовили, всегда их будет мало, потому что все получается ай-яй-яй как вкусно. Ну и конечно же это все можно подавать как отдельный салат, тоже имеет свое название. Если вы вспомнили, как называется такое блюдо, обязательно напишите мне в комментариях, потому что у меня в маминой тетрадке написано 3 разных названия, и как оно точно называется, я довольно не знаю. На этом, друзья, на сегодня у меня все. Вот такое простое, ностальгическое, очень вкусное блюдо сегодня получилось. Очень рекомендую приготовить и попробовать, потому что это дешево и очень-очень вкусно. Посмотрите один из моих прошлых роликов, тоже не менее вкусных. Подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!